скажем, такой кимпап в виде треугольника. Здесь он тоже выполнен так же, только у него начинка торт. В общем, не ходите в это место. Бессмысленно потраченные деньги. Ничего не выиграли. На улицах города почему-то нету детей. Крис у нас самый молодой из пешеходов. Так, после долгих мучений, спустя час мы вышли из порта. Идем в неизвестном нам направлении, потому что у нас нет планов абсолютно никаких. У нас нет отеля, мы ничего не резервировали. У нас план такой: гуляем по городу. Где остановимся, там и будем спать. Сейчас у нас 9 часов, сначала нужно будет покушать. Мы с Крисом спортсмены, поэтому на общественном транспорте покататься так покатаемся, а так, по идее, мы будем просто шагать по улицам. Потом сейчас пришла другая идея найти, так как мы спортсмены, найти какой-нибудь велосипед. Должны быть велосипеды в аренду. И покататься по городу. До этого расспрашивал нескольких знакомых, сколько достаточно будет по тратам на один день. Все говорят по-разному. Кто говорит, $50 в день хватит, кто говорит, $100, может даже не хватить, потому что Япония дорогая. Поэтому сейчас мы проведем эксперимент. Мы поменяли $100 отдельно и посмотрим, насколько $100 нам на двоих хватит. Протянем ли мы на сегодняшний день, включая все снеки, обеды, ужины, транспорт, ну, все затраты. В общем, у нас произошла лажа с этими велосипедами, потому что, чтобы зарегистрироваться, нужен японский номер, а мы сим-карты не брали, взяли просто Wi-Fi яйцо переносное, а в роуминге тоже номер такой вбить нельзя, обязательно японский номер должен быть. Будем идти пешком. Сейчас зайдем, возьмем Family Mart, это convenience store, возьмем какую-нибудь мороженку, попробуем. Искать? По ценникам такие же ценники, как и в Корее. У них даже отдельная стойка есть с выпечкой. Мы пока не голодные, поэтому попробуем какую-нибудь мороженку. У них есть маленький вот такой умывальник. Для чего это? What is it for? Washing hands? Как будто для собак. Оно вот на таком расстоянии, на маленьком. У меня вот такая с вафелькой. У Криса просто эскимо. Он не решил ничего пробовать новое. Ванила, шоколадка. Так, счетчик пошел. 2 мороженки, 281 йен. Так, с 500 йен, с 500 копеек нам дали вот такие копейки. Есть копеечка с дырочкой, на ней нету никаких обозначений по циферкам, по крайней мере, поэтому нам понять трудно, сколько это означает, но приблизительно мы так посчитали, что это 100, это 10, это 5, и там у нас копейками. Цифр, букв не знаем, будем полагаться на логику. Монетка с дырочкой, это у нас пятерка, значит. Сзади нас какая-то школа, какой-то университет, и стоят преподаватели, встречают самих студентов, приветствуют их. Там видно, еще преподаватели стоят, здороваются с каждым студентом. Вот студент подъезжает, они раз поздоровались. Здесь рядом еще одна школа. Это школа по кулинарии, искусство кулинарии. Точно так же стоят девчонки, приветствуют своих абитуриентов. Здесь у них опять же таки школа, частная школа танцев и искусств. Тоже все преподаватели, я так понимаю, одна из
из ведущих, по-моему, даже директорша стоит на входе, приветствует своих абитуриентов. Специально сейчас зашел в такой закоулок, посмотреть, как он у них устроено по закоулкам. Даже в закоулках стоят автоматы. Автоматы у них кругом с напитками. Отведено отдельное место для сортировки мусора. Специально имеется сетка, чтобы мусор не разлетался. Балкончики на первом этаже, они такие низкие. Все равно, что окно на улицу просто смотрит. У некоторых для мусора отведены вот такие контейнера. У кого-то есть отдельные вот такие клетки, тоже для мусора. Там сразу краник с водой, рассказывается, как что расфасовывать. И в какие дни это все собирается. Стоят интересные знаки. Проезд запрещен. И они сделаны не в форме кругляшка, а в форме овала. И загнуты таким способом, чтобы с других сторон, слева либо с правой стороны, когда заезжаете, знак был виден. Вот полууглом, полумесяцем. В некоторых местах заморочили, сделали вообще как отдельные комнатушки для сбора разного мусора по разным дням. В общем, чем больше здания, тем больше это мусорная площадка. Так, мы переходим уже на большую улицу вышли. Но на больших улицах ничего интересного нет. Сейчас опять зайдем какие-нибудь лучше в проулки. Там больше чего посмотреть можно. А все вот такие большие скверы, аллеи, они и у нас есть. Очень много именно старых моделей такси. Почему-то до сих пор не убирают с улиц, оставляют именно такое старье, либо это старье до сих пор производится. Но смотрится эпически. Катя. Светофоры издают звук, когда переходишь дорогу, когда они меняются в зеленый цвет, а мы этого не знали, уже пару светофоров пошли под красный. Японские дети смотрят на нас и хереют с нас. Мы стоим буквально перед маленьким светофором. Дорожка, она, метра 3, наверное, переход. А люди все равно стоят, ждут, когда светофор загорится. При том, что дорожка это, вот она. По-моему, даже одностороннее движение. Даже машины не ездят. С какой стороны? У нас обычно разделяется линия, где можно ходить и где велосипеды гоняют. Здесь, я так понимаю, они гоняют вместе с детьми. Нашли вот такие вендоры. Как вы думаете, что это такое? В Корее это у нас, скажем, такой кимпап в виде треугольника. Здесь он тоже выполнен так же, только у него начинка торт. Стоит 10 тысяч нашими, короче, где-то $8. Также есть чикен. Это все в автомате. Можно купить чикен, стоит 5500 коробочка. 5500 это у нас где-то $4. Палочки. Японский шашлык, скажем так. Это у нас 12 тысяч нашими, получается где-то около $10. Как это все жарится внутри? Это все же полуфабрикаты. Кстати, здесь выпечка тоже сразу продается. Но это все находится вот на такой улице.
все это под солнцем, под таким автоматом. Свежести, сами понимаете. Вход в метро. Больших опознавательных знаков нету, что это метро. Не понять, издалека вот не видно, где находится метро. Мы крутились, а оно выглядит вот так. Всю дорогу Крис звенел, что хочет в игровой автомат. Посмотреть, как у японцев это все работает. У них целое здание. Ну, они болеют автоматами, поэтому у них целое здание для этого. Целые ряды. Конца нет. Это все только для того, чтобы вытащить какую-нибудь мягкую игрушку, радоваться ей. Есть автоматы, где вы чисто вытаскиваете какую-нибудь еду, типа пиперу, либо какие-нибудь шоколадки. Даже есть витаминчики. Также есть разные фломастеры. По-моему, легче купить, чем пробовать все это вытащить. Если Крис захочет сейчас вытащить вот такую большую игрушку, блин, я не знаю, как мы будем это все это тащить. Потому что у нас только начался день, а нам еще по всему городу гулять. Это уже второй этаж. Там очень второй этаж, третий этаж. Все отведено под автоматы. Видно, игры. Здесь и все играют. А здесь, в общем, разные персонажи из разных мультиков. Чисто фигурки вытаскиваются. Есть даже вот такие. Это видно какая-то группа 17. Люди приходят даже повытаскивать вот такие брелки. Стоп. Давай. Окей. Развод. Не. Так, это уже третий этаж. Вот как можно полное здание отдать чисто для игровых автоматов? Решили поиграть. Посмотрим, как это все играется, непонятно. Здесь лошадки такие бегут. Все на японском языке. Раньше была такая игра в Корее. Один раз я много заработал на ней. Вы закидываете копейки. Если ваша механическая лошадь доезжает быстрее, вы получаете копейки. Но здесь все на японском, поэтому разобраться, по-моему, не получится. Как бы из Криса не сделать гемблера, меняем тысячонку на игровые автоматы. Уже минус 1000. Это получается где-то $8. Вот сколько у нас монеток получилось? 200 монеток. Попробуем что-нибудь из этих автоматов вытащить. В общем, не ходите в это место. Бессмысленно потраченные деньги. Ничего не выиграли. Только получили раздражение. Потому что там ничего не падает. Ничего тебе не светит. Решили поесть раменчик. А рамен у них достаточно дорогой. Это у них получается где-то около $7-8. В общем, мы подумали, решили взять 2 рамена. Хотели взять сетом с рисом. Потом, я так понимаю, рамен, наверное, не такая большая порция. Поэтому мы взяли просто 2 рамена. А потом здесь рядом с каждым дается вот такой столик вдоль кухни. Кухня за стеклом, там они делают. Рядом со столиком стоят вот такие держатели для сумок, я так понимаю, такая штука. Достаточно удобная. Поставил, кушаешь, никому не мешаешь. Порция, блин, не такая большая. Почти как, скажем так, полпорции, которые подаются у нас в Корее, при том, что это стоит около десятки. Да. Салаты, ничего не подается. Так, попытался вытереть
Вот салфетки. Здесь вот салфетки пропитаны пластиком, как будто пластиковым пакетом, пластмассой. Они ничего не впитывают. Такое ощущение, что просто вытираешь от пластик. Они абсолютно гладкие. Так, мы пообедали. Обед нам обошелся в 1720 йен. Тоже где-то около $15. Плюс у них в меню указаны ценники без НДС. Поэтому на кассе, когда проплачиваете, ценник отличается. Японские такси почему-то все выглядят так, как будто они были изготовлены лет как минимум 30-40 назад. Очень то ли старые модели, то ли сами такси, они продолжают изготавливаться в том же амплуа. На каждом переходе, когда загорается зеленый цвет, сейчас мы переходили, играет разная музыка. То музыка играет, то там птички поют, то свистит светофор. Кругом звуки по-разному, но, по крайней мере, они оповещают о том, что поменялся на зеленый цвет, что можно переходить. Здесь также, чтобы припарковать, скажем так, припарковать велосипед, тоже где попало нельзя, оказывается, оставлять. Есть специально отведенные места, за которые точно так же, как и за автомобили, вы проплачиваете парковку. У каждого велосипеда вот есть свой порядковый номер. И эти лаки, замки, они закрывают их. Здесь стоит вот такой автомат. Вбиваете номер и проплачиваете за время стоянки чего-чего велосипеда. Крис занимается fly disc, или как называется. Привез эту штуку сюда, в Японию, чтобы покидать ее здесь в парке. Непонятно в каком. Ближайший парк, который нашли. Кстати, у них есть туалеты, которые до сих пор с кабинками, да? Туалеты-кабинки. Как в России. Наверное, бесплатные. Причем те кабинки стоят почему-то рядом с обычным туалетом. Весь парк — это такая просто площадка из камней в виде замка сделана. И только зелень. Ничего интересного в этом парке нет. Сейчас покажу туалет. Я люблю тему туалета, потому что туалет говорит о многом. Посмотрим, как выглядит общественный туалет. В первую очередь здесь почему-то двери нету. Проходной. Там все видно. Так, сейчас снимать не будем, там чувак выйдет. Так, туалет. Туалет на сенсорах. Предполагаю, да, на сенсорах. 3 писсуара, причем очень близко друг к другу расположены. Мусорного ведра нету, поэтому люди оставляют мусор. Кто так, кто вон так просто положили. Да. Соответственно, все мусор, салфетки, куда-то выкидывать непонятно. Зеркала тоже нету. Либо не дано. Убираться здесь точно не убирается. Все проржавело. Похоже, здесь продается вот так земля. Такие маленькие полянки для постройки домов. Я бы взял вот такой кусочек, построить домик. Прямо рядом с парком. Непонятно, почему земля пустует. Вот люди вот так строят дома. На маленьком участке маленький домик. Вот, домики вот так. Посередине полянок. Все остальные полянки пустые. Видно, что есть коммуникации, есть проложенные дороги, специально отведенные места для домиков, а все почему-то не заселены или не проданы участки.
Если посмотреть домики, они все довольно-таки, скажем, не новые. Значит, вот эти все земли, все полянки, они пустуют уже довольно-таки давно. Для меня загадка. Почему пустует, почему не продается. Благо здесь и есть автоматы с напитками абсолютно кругом, на каждом переулке. Японцы любят это дело. Даже есть автоматы с мороженым. Ну, Крис, покажешь? Маленькая такая мороженка, она стоит у нас 1700. Получается где-то чуть меньше $1,5. Так, итого у нас минус 170 йен за мороженое и 160 за вот такой напиток, что-то типа чая с разными фруктами. По вкусу что-то непонятно, там все перебор, манго преобладает. Кстати, почему-то не нашел мусорного ведра, простого мусорного ведра. Вот есть для разных бутылочек. Здесь кругом указано, что это все для бутылочек, не для простого мусора. Обошел кругом, простых урн нету. И вот видно, что люди просто оставляют в пакетах. Зачем, почему, непонятно. Starbucks. В Старбаксе тоже очередь. Что-то японцы любят очереди. Просто так велосипед, я так понимаю, в городе оставить нельзя. Видите, есть и такие парковки тоже. Для каждого велосипеда отдельно закидываешь монетки. Столько места, и все это для парковки велосипедов. Для каждого, причем отдельно. А вон, я так полагаю, общая парковка. Не, это тоже платная. И как-то необычно видеть автобусы, которые едут в другую сторону, и двери располагаются тоже с другой стороны. Так, а вот нашел метро. По крайней мере, у этого метро есть опознаватель. Говорится, что это Subway. Попробуем метро японское. Метро, в принципе, ничем не отличается от нашего корейского метро. Вот только теперь разобраться надо с билетиками. Так, я беспокоился, как мы будем брать билетики. А как оказалось, здесь и есть даже корейский язык. Корейский, английский, японский. А так, кругом вообще это приоритет. Видите, только японского. О, вижу корейский. Здесь есть convenience store, мини-стапы, такие же, как у нас. Здесь нашли разделение. Единственное, здесь хоть есть распознание, где велосипед ездит, где люди ходят. Здесь даже идет. Смотрите, как у них работает платная парковка. Стоят вот такие устройства. Покажу с той стороны. Они выглядят вот так. Заезжает автомобиль. Вот эта железная часть приподнимается, становится вот так. И пока не заплатишь, ты отсюда не выйдешь. Мол, заезжаешь, оставляешь автомобиль, и она начинает считать, сколько ты там стоял, заплати, опускается железка, и ты выезжаешь. Нашли лотерею. Лотерея — это корейский бренд фастфуда. Что-то столов нету. Столы на втором, на третьем этаже. Сейчас мы ищем магазинчик долларовый.
Здесь он просто называется Dollar Shop. Под брендом, по-моему, Can Do. В Корее у нас он популярный как Daiso. Так, нам сюда. Магазин называется Can Do. Все стоит 100 йен. Короче, это все, это наш Daiso. Продукция здесь, посмотрим, есть в Китае. Тут все японское. Made in China. Все-таки китайское. Китайское, но сделано для Японии. Короче, редакция вся на японском. Все сделано в Китае. У нас только перемешку, там сделано в Корее и в Китае. Здесь, я так понимаю, абсолютно все, что я вижу, сделано в Китае. Сделано тоже в Китае. Кстати, по ценникам, точно так же, как и Daiso, вроде бы называется магазин, что Чоник, что здесь якобы все стоит по доллару, то есть 100 йен. В итоге ценники у них все разные. Ну, все дешево, я так понимаю, так же, как и у нас, вот Daiso, до 5 долларов. Макдональдс, по ценникам у них так, 7 тысяч нашими. Почти так же, чуть-чуть на несколько копеек дороже. Кстати, в этом долларовом магазине, опять же таки, там НДС-ка не учитывается. В итоге там самая дешевая деталь, она не 100 копеек стоит, не 100 йен, а 110. На улицах города почему-то нету детей. Крис у нас самый молодой из пешеходов. То ли они в школе, но, как мне сказали, у них сейчас каникулы. На детских площадках детей видел. А на улицах города, если посмотреть, молодежи нет встречается, а так в основном люди в возрасте. Или же мы зашли в какой-то такой квартал, где все пенсионеры тусуются. Хотя вроде бы центр города. Мы сейчас проходим, видите, все только возрастные здесь гуляют. Есть, по крайней мере, пол, по которому можно ходить, хоть маленькие, но они имеют просто перегородки, здесь нет дверей. Либо есть вот бизнес-класс, здесь без пола, здесь только кровать. Есть намек, что это какое-то мясо с соусом, но издалека, когда смотришь на нее, это похоже на блевотину. Вот такие члены, деревянные члены висят. По-моему, Криса надо быстрее отсюда забирать. Я так предполагаю, что это я тоже кушать не буду. Вот это все тоже зеленое. Я не знаю, зачем вообще это кто придумал. Но это абсолютно та же самая, скажем так, мука с чартаги. И посередке, по-моему, шоколад. Но это не точно. Ой, не. Я это... После этого рот надо промывать сильно-сильно. В общем, на любителя, не знаю на какого любителя, это не по мне.